Просто не передать словами, какой рыба клюет. Это Жерик. Красавчик. Небольшой, но... Может 40 грамм. Ребята, всем привет! Вы на канале Fisher Mod, и мы сегодня попали, мы никуда не попали, мы пока едем, и у нас сегодня цель. Какая у нас цель? У нас, как обычно, просто цель поймать какую-то определенную рыбу. Определенная рыба у нас, например, это какая? Судак, да. И сегодня мы не одни, точнее, я не один. Сегодня так же самое с Александром. Александр. Приветствую, друзья. И с нами едет сын Александра. Сын Александра у нас тоже нацелился ловить судака. У него появился свой первый воблер, и на который мы надеемся, что он поймает своего первого большого судака. Вот. И как раз нужно приучать поколению к хорошему делу. Ему 9 лет, и мне кажется, что у него все еще получится, будет еще перелавливать нас. На данный момент сейчас у нас по времени около 9 часов. Пока мы приедем туда, разложимся и все остальное. Так что я думаю, следующая запись будет с утра, либо когда мы будем ловить ночью. Ночью, если у нас что-нибудь клюнет, например, лящик, подлящик, без разницы что, я обязательно вам покажу. Так что, ребята, готовим чаечки, кофеечки. Я думаю, будет интересно. Ребята, всем доброе утро. Уже утро. Сами видели, я коротенькое видео сделал в плане, что было ночью. Ночью мы... О, как солнышко светит, о, как хорошо. Потому что, утром было холодно, точнее, ночью было холодно, 10 градусов, плюс после дождя сырость. Такое неожиданно было, даже можно сказать, я вот в одежде бы спал и в спальнике, было комфортно полностью, но раздеваться как бы я не стал. Ночью поймал маленького сома 15 сантиметров и все, и одного бычка, а так в целом как бы были какие-то мелкие какие-то тычки, поклевки, съедания, наживки, а так в целом рыбы не было. Я встал тоже утром до рассвета. Тут рыба, я не знаю, что тут за рыба была, но видно, она была не маленькая. Там просто такие какие-то выходы непонятные, такие здоровые хлопки, как будто, я не знаю, сом вышел жрать просто, грубо так говоря. Так, ребята, сейчас будем ставить чаечек, кофеечек какой-то, мне уже он нужен. Вот, выпьем и начнем дальше ловить. Но цель у нас сегодня будет такая, чтобы поймать какую-нибудь рыбку на мертвую рыбку. Вот, так что я сейчас подготовлю 3 удилища, также само я свяжу монтаж и покажу вам, на какой монтаж я буду ловить. Ребята, у нас шок, у нас малой, 9 лет щуку поймал. Это рекорд, там около 80. Сейчас я быстренько ищу
чем можно будет померить. Будем освобождать, отпускать. Ну это фу, слава богу. Ночью были, как говорю, вот такие маленькие сомики и все, больше ничего не было. И малой, блин, бахнул щучку. Красавчик, просто красавчик. Все, идем мерить. Так, все, поймали щучку. Все, сейчас мы ее померяем и будем отпускать. Потому что на моки щуку брать нельзя. Ну, на моки, я просто в камеру говорю, на моки щуку брать нельзя. Она по размерам тут больше 80. Да, и она больше 80, это красавчик. Просто красава. Ой. Давайте померяем. Что, Сёма, заработал спиннинг? Сёма, Да. твои первые впечатления. Я таких рыб вообще никогда не ловил. Семён, Это моя первая рыба, моя первая щука. И она уже такая большая. Я так чувствую, что папины рекорды будут биться очень быстро. Ой-ой-ой. 88. Ёпарасоте, блин. Семен Семенович. 28 сантиметров. Что за зацеп? Нету зацепа. Ты что, не чувствовала, как она клюет? Я думала, что там застряли. Вот так Так делали. она же живая была. Ну да. Это я его здесь вот забил. Я просто тяну, потом вот здесь. Пошла, пошла. Иди, иди. Уходи. Уходи. Ты медленно хвостиком. Чик-чик-чик-чик-чик. Уходи. Уходи, или я за тобой прыгну. Да пойдет она уже пошла по чуть-чуть. Уже 12:07, а мы еще до сих пор не завтракали, так что, наверное, будем сейчас разогревать плов, который Саня вчера приготовил дома. Вот, то сейчас плов разогреем, будем позавтракаем, и я перевяжу абсолютно все удилища, поменяем снасти, сделаем просто на мертвую рыбку. На мертвую рыбку сделаю разные дистанции, ближняя, средняя, дальняя. Вот, и мы посмотрим, что из этого получится. Я надеюсь, что, возможно, хотя бы что-нибудь и клюнет. Кстати, ночью, мне кажется, тоже стоит все-таки на мертвую рыбку закидывать, потому что вчера у меня клюнул сом. Вот, и тут такая интересная очень местность. Местность тут реально, тут буквально 4-5 метров, и тут сразу обвал идет. Обвал, и раньше у меня была подписка на Диппер, и я смотрел именно глубины. И тут глубина 9 метров. И вот я понимаю одно, то что на данный момент на 9 метрах, я не знаю, что-то искать, это такое. И да, такой спорный вопрос, я хочу сказать. Вот. Но единственное, то, что я понял, это одно, то, что ночью будем бросать вот сюда, под бровку. 5-6 метров бросать вообще не надо. Можно вот так просто с руки этот фидер бросать, и нормально будет. Главное, осторожно с ракушками, да, потому что уже один поводок именно ракушки просто срезало. Все, ребята, сейчас не переключайтесь, сейчас будем показывать, какой вкусный плов Саня вчера зафигачил. У меня появилось новое обновление, новая плита такая, она фигачит, дай боже, можно сказать. Смотрите, я вам ближе ее покажу. Единственный вот у меня минус в ней, это то, что нельзя вставлять баллон, и именно чтобы с баллоном оно было как бы в кейсе. Вот это проблема. В прошлом это можно было делать, но этот по габаритам чуть-чуть меньше. По габаритам в плане меньше именно длины и ширины. Высота чуть-чуть больше. Такое, как бы сказать, есть плюсы, есть минусы, но она мне очень сильно нравится, потому что разогревает еду моментально. Разогревает, готовит, делает все. Рис мы переложили, как бы сказать, в пакет, поскольку, чтобы он не пропал у нас до утра, он был в казане. Казанчик. Даже еще рисом пахнет. Ой, так просто не передать словами, какой... Вот просто даже пустой казан от этого плова, он так классно просто пахнет. Пустой, смотрите, вот, пустой казан, ну, Саня, блин, просто поставьте лайк, просто, пожалуйста, поставьте лайк за вот плов. Я понимаю то, что вы этого не можете, как сказать, ощутить, я не могу этого именно просто передать, но... Все, я уже не дождусь, поехали. Да, сразу, молниеносно работает. И то, что мне нравится, можно не бояться то, что на ветру готовить. Серьезно, там напор такой идет, то, что оно не затушит его. Так, давайте просто разрываем сейчас пакетик с рисом.
аккуратненько, чтобы его же... Так. Все, и высыпаем. Так, высыпаем и не рассыпаем. Вот это самое главное. Все. Ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, просто запах шедевральный. Так, все. Накрываем крышечкой. И за олейкой. Так, у меня, по-моему, где-то была коробочка со специями. Кстати, по поводу, смотрите, специи. Очень классный такой органайзер, можно сказать. Органайзер специй или что-то типа такого. Ой, выпал. Это я недавно добавил. Так, это у нас... В общем, вот здесь у нас отсек под столовые приборы, либо, я не знаю, под какие-то упаковочки маленькие. Дальше у нас идет вот такие бутылочки. Каждая из бутылочек, например, вот тут у меня масло, соевый соус, перчик, лавровый лист. Это, как сказать, это, по-моему, очень сильно перемолотый петрушка, укроп и добавлена соль. Реально, вот просто на огурчик посыпаете, просто delicious. Так, это перец чили, вегета и чесночок. Вот чесночок чуть-чуть подсох. Все, а что еще нужно для рыбалки? Больше ничего не надо. Если что-то нужно добавить, мы добавим. Но пока что нам ничего и не надо было добавлять, потому что все специи покрывают все потребности. Так, теперь немножко, пару капель олии. Так, капай, оп, все. Ну такое сколько? 25 миллиграмм олии добавил только что. Да. Медленно по течению. И туда так прокидывать, мне кажется, это классно. Плюс у нас еще туда салатик такой, уже готовый. Сейчас нам нужно только помешать все и все. Зелень, моцарелла, томат. Это, походу, сухие томаты. Блин, просто шикарные. А тут еще и макарошки. В прошлый раз макарошки тоже были? А тут с макаронами. Вкуснота, просто вкуснота. И на таком пейзаже. Ну, посмотрите. Итак, ребята, перейдем к монтажу. Нам потребуется мертвая рыбка. Желательно, чтобы это было либо род ауга, род федер. В общем, красноперка, либо таранька. Вот. Потом одинарный крючок. Стопарики, карабинчик, ножницы. Я использую флюрокарбон 0,45. 0,45. Так, отводик. И капельки. Капельки, то есть скользящий грузок. Так, давайте я вас перенесу чуть-чуть ближе сюда, чтобы вам было лучше видеть, что я делаю. Давайте будем использовать отводик, по-моему, называется. Давайте используем пока что пластиковый. Я пока что просто покажу на примере, я не буду доставать удилище, я покажу на примере флюрокарбона. Это у нас идет основной шнур. Многие делают так, на основной шнур ставят хороший стопарик, большой такой стопарик, чтобы, как бы сказать, дальше рыба не могла тянуть и уже было сопротивление на само удилище. Но я хочу сказать то, что мне кажется, если при судачьей ловле это будет мешать. Мешать в плане то, что судак, он может просто, вот, представим, давайте, вот эта рыбка, и он просто ее сбоку взял. Крючок у вас вот здесь примерно, да? Вот, и, ну, естественно, смотря где у вас крючок, ну, например, частее всего возле головы. Вот он взял сбоку, и он просто пошел плавать куда-нибудь там на какое-то место и его кушать. И как только он почувствует тут стопарь, так, все, он ее выплюнет. Так, давайте тогда на примере вот флюрокарбона, представьте, что это у меня моя основная леска. Леска, шнур, без разницы. Кому как удобно ловить. Вот у нас готово. Так, раз. После этого мы достаем стопарик этот скользящий, продеваем. Так, следующий у нас идет карабин. Вот, и получается у нас вот так. Видите, то есть у нас выходит вот этот стопарик, который скользящий, он не будет давать именно самому карабину, будет разрушать именно вот эту пластиковую трубочку. Так, оп, все, застегнули. Вот. И практически монтаж готов. Я возьму другой флюрокарбон.
Этот поводок будет использоваться именно для приманки, именно для мертвой рыбки. Так что, если у вас получается использовать поводок в размере 0,45 и выше, это лучше. Потому что вот у меня был 0,35 судак, ничего не сделает ему. 0,35 классный поводок, классный размер, толщина, но щука срезает вообще вот так вот на ура. Чем у вас тоньше шнур, флюрокарбон, леска, тем больше вы делаете оборотов. Тем он толще, тем меньше оборотов. Так, тут делаем обычную петельку. Кстати, да, я забыл очень сильно упомянуть главную вещь. И где она же у меня? Шило. Нужно шило. Все. Вот у нас рыбка. Берем шило. Я делаю так. Я протыкаю именно голову. Берем ее и прокалываем. Все, она у нас готова. Почему я именно ее прокалывал, именно там, я не знаю, с промежутком где-то 15-20 миллиметров, поскольку зачастую, когда идет прокол, сейчас возьму это шило снова, зачастую люди берут, прокалывают, начиная с головы до хвоста. Вы ее прокалываете, тут останавливается крючок, да, и потом же этот крючок насчет сопротивления веса постоянно при забросе, он просто рвет эту рыбку. Он рвет, и она доходит аж сюда, и рыбка уже становится не такая аппетитная. А на данный момент ты ее тряси, не тряси, она будет сохранять эту форму. Я могу сейчас на данный момент показать, достать рыбку, и она простояла уже, ну вот, со вчерашнего вечера. Да, ее там, наверное, раки уже пожевали, но именно сама форма рыбки, она сохранилась. Сейчас я ее достану и вам покажу. Так, все. Вот монтаж я уже достал из реки. Таким образом он выглядит. Вот. И вот же рыбка. Рыбка стояла со вчерашнего дня. Можно даже посмотреть, что с ней происходило. Происходило с ней то, что летает тут снова оса. Вот. Это просто, по-моему, это раки выели. И все, я не знаю, раки, этот бычок, ну кто-то ее повыедал. Вот. И вот тут хвост. Я не знаю, что-то как-то укус был или что тут. Кто-то хапнул тут здесь. Вот. И видите, форма рыбки сама осталась нормальная. Вот. То есть она не, как сказать, не скукожилась, не сморщилась, ничего. Она вот как была, такая и осталась. Да, конечно, она уже менее аппетитная, но поверьте мне, даже на такую рыбку рыба клюет. Рыба реагирует. Если она есть хочет, она будет есть даже такое. Все, ребята, в принципе, я думаю, монтаж вам уже понятен. Так что, если у вас есть какие-то подробные другие монтажи, вы можете описать, и я попробую обязательно их в следующем видео. Есть. Так, блин, ну я его не сильно красиво, конечно, взял, но то ладно. Вот. Так, давай, малыш, красавца, будем отпускать. Все, спасибо тебе за шикарную поклевку. Ай-яй-яй. Нет, пожалуйста, нет. Блин. Я надеюсь, я ее достану. Ай-яй-яй, приманка та, которая работает. Ого. 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 Что это такое? Ого. Ребята, и ничего себе. Ну да, если бы приманка не застряла, я бы этого не видел. Это сом. Да. А я такой думаю, что тухляком подванивает. Смотрите. Смотрите, какой он. Конечно. Ого. Ну да, это. Я не знаю, мне кажется, это сом. Ребра такие. Ой-ой-ой, тропиву. Ребята, напишите, что это. Ого.
большой судак 60 сантиметров. Да. О, Санька поймал 60 сантиметров, говорит, сын судака. Сейчас посмотрим, насколько это правда. Побежали быстрее, чтобы быстрее его посмотреть, померить. А сегодня щука и судак на вот эту приманочку. 60 ровно. Ребята, маленький апдейтик. Сейчас мы находимся под мостом, мы чуть-чуть вверх по течению переместились, чтобы просто хотя бы от жары спрятаться именно под мостом, и надеемся, что что-то поймаем. Ну, я надеюсь, что что-то здесь должно быть, что-то должно быть, возможно, хотя бы маленький окунчика, да. Так, и у нас сейчас еще между нами, там, семьями, грубо говоря, счет 4-4, но посмотрим, удастся кому-то ли вырваться вперед или останется ничья. Да, естественно, как бы сказать, те рыбы, которые ребята поймали, это вообще не сравнится, это реально просто круто, я очень за них рад. И тем более малой вообще красавчик, говорит, зацеп, папа, помоги. А папа такой хочет кофейка попить, короче, он такой, ну, сын есть сын, надо помогать. И потом такой, не, это не зацеп. Красавчик, Семен, лайк. Ой-ой-ой-ой. Ребята, смотрите, поймал окуня. Сань, 5-4. Окунь. Да окунь не шел. Как вам ваши правила? Нужно переписывать? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Это жерех. Есть! Фу, жереха. Сема, жереха. Есть. Кабанчик маленький, но удаленький. Так, это... Да. Все, отпусти. Какой красавчик. Нам нужно спуститься. Мы не будем его бросать в воду. Мы его спустим и красиво отпустим. Прикольно. Дай. Красавчик. О, небольшой, Кстати, но... может 42 быть. Ой, стой, Может осторожно. быть. Не кусай меня. Не, он больше 42. Итак, наше видео подошло к концу. Я надеюсь, что видео было более-менее чуть-чуть информативнее, чем предыдущие. Вот. И, кстати, вот по поводу приманки. Видите, я сторонник, как сказать, с классики. Классики это силикон, джиг-головка и все. А сегодня, оказывается, судак показал вообще не классику. Я на такие, вот эти... Как же они называются? Напишите в комментарии, как они называются. Я, наверное, уже второй раз прошу. Вот, и срабатывают. Тейлспиннеры срабатывают. То есть, я не знаю, каким образом, почему так и все остальное. Возможно, у нас собирают именно активную рыбу. Вот, кто чаще ловит на них, может написать, почему именно так. Почему именно так происходит. Ну, например, не на силикон. Фу. И так, ребята, вот, так что, если у вас силикон не клюет, ставьте вот эту колебалочку, я не знаю, как ее правильно называть, и будет, походу, вам счастье, потому что, реально, семья Александра сегодня отловилась вообще на ура. Красавчики, красавчики, я надеюсь, что у его сына будет все дальше получаться, то, что будет плюс один в нашу секту рыбаков. Итак, ребята, не забываем ставить лайк, писать комментарий, и до новых встреч!